Поездки в Турцию, публичное возмущение ковидными ограничениями, посты в соцсетях об акциях протеста против них, отказ от еды в Рамадан, общение с родственниками из-за границы – это далеко не полный список поводов, по которым мусульмане Китая подвергаются репрессиям со стороны властей. Убедиться в этом можно хотя бы на примере простой семьи из китайской провинции Синьцзян. Так, в 2022 году Камиля Ваид, студентка университета в китайской провинции Хэнань, была задержана в доме своих родителей в городе Артуш Синьцзян-Уйгурского автономного района. Полгода о судьбе девушки ничего не было известно. Позже родителям сообщили, что она обвиняется в пропаганде экстремизма, и срок ее заключения в тюрьме может составить 5 лет. Студентка опубликовала в китайской соцсети WeChat видео с акции протеста «Белый лист» против локдаунов и ковидных ограничений, в результате которых в 2022 году в одной из многоэтажек в Урумчи во время пожара сгорели люди, которые не смогли выбраться из здания, потому что двери были закрыты снаружи полицейскими. Брат девушки Каусар, проживающий в Америке с 2013 года, рассказал о случившемся с сестрой и другими родственниками, которые также подверглись репрессиям на родине. Когда Камиля опубликовала это видео, моему отцу сразу позвонили из полиции и потребовали, чтобы сестра удалила этот пост. Она так и сделала, но, возможно, недостаточно быстро. Или была еще какая-то причина, вызвавшая гнев властей. Мы можем только гадать. По словам Каусара, ранее репрессиям подверглись его отец, дядя и двоюродные братья. Отец парня был задержан после поездки в Турцию, входит в список недружественных Китаю стран и на 2 года отправлен в лагерь перевоспитания. Родной брат мужчины получил 15 лет заключения, а его сыновья-студенты также отправились на принудительное перевоспитание. Как рассказал Каусар, мусульмане находятся под пристальным наблюдением в Китае, особенно уйгуры, которых китайские власти подозревают в экстремизме и тайной поддержке сепаратистов. Силовики практикуют простой тест для проверки людей на религиозный фанатизм. В уйгурских школах или на рабочих местах во время Рамадана предлагают бесплатный обед. Если откажешься, то будут проблемы с полицией. По словам парня, с недавних пор он начал терять связь с родными и друзьями. Близкие удаляют его из соцсетей и просят больше не звонить им. А китайские правоохранители предупреждают Каусара о последствиях его откровенных интервью журналистам. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.